Всем привет, с вами Лорд, и это топ в моем самом, вы поняли, насколько самом любимом жанре фэнтези. Есть немало годноты в данном жанре, я бы не хотел спорить, что там лучше, а что нет. И это даже не топ самых популярных жанров среди богов, я ведь какой-то смертный, кто я, чтобы еще и места выставлять. Короче, как вы догадались, места тут нет, но все, что в этом топе, действительно топ. Предупреждаю сразу, топ не совсем обычный, и стиль не является на данный момент основным. Короче, запасись электричеством, кофейком, если пьешь кофе, конечно, набери в рот воды и погнали. И открывает этот список фильм с названием жутким как ночь, ну или не очень, «Последний охотник на ведьм». Угадай, кто в главной роли? Да ладно, вы же его видели, да и трейлер уже все запалил. Вин Дизель собственной персоной. Все начинается с незабываемых приключений крестоносцев. Бедные или, с другой стороны, богатые путники решают отдохнуть в тени большого дерева. Хоть и без листьев, а тут нежданчик, там пещера, но ребята думают, вот подфартило, а нифига, пещера принадлежит ведьме. Ну тут-то все и начинается, ведь главный герой не промах, на то он и главный герой. Короче, зашпульнул он свой меч ведьме по самые ребра, за что та, типа умирая, прокляла его на вечную жизнь. Кто бы меня бессмертным сделал, а? Кстати, кто хочет бессмертия, пишите в комментариях, раздаю недорого. Ребят, но на следующий фильм прошу сильно не бомбить. Мы-то знаем, что русские фэнтези это редко совместимая штука, хотя раз в год и палка стреляет. Так вот лупануло, как по мне, волкодав из рода серых псов. Ну согласись, что этот фильм-то заслуживает быть в топе фэнтези. И музыка, и сцены с эффектами достойны вашего внимания. Я и сам его пересматривал несколько раз, когда смотреть было нечего, а тут еще желание наплывало поддержать отечественного производителя, хотя на самом деле просто интернет отключали. Так вот, почти главный герой – абсолютное зло, ну или некоторые его называют темной силой, что-то между Саруманом и Таносом. Не то чтобы оно хотело уничтожить весь мир, возможно, часть этого мира. Во благо, конечно, другой части. Но, к сожалению, нам даже особо не позволили вникнуть в горе зла, поскольку нарисовался Александр Бухалов в роли волкодава. Я, честное слово, понятия не имею, почему его сделали главным героем, но в основном о нем речи пойдет. Но кто виноват, что Жадоба, слуга абсолютного зла, напал без приказа хозяина на деревню и истребил всех, кроме волкодава. Ну а дальше придется вам лицезреть судьбу несчастного зла и героя волкодава. Артур ими не путает. Так, это у нас 10-е, 9-е, ах да, 8-е место. Да не, ребят, ну его нафиг этих фиксиков. Я, конечно, ничего против не имею, но как-нибудь потом. Может, поговорим о Мстителях? Пожалуй, нет. Хочется чего-нибудь жуткого из жанра фэнтези. Жуткое. О, Дракула. Скажите честно, вам нравятся вампиры? Ну, конечно, нравятся. Нет? Ну, тогда закройте глаза, потому что тут речь пойдет именно о них. Ну, или о древних двух. Короче, праотцы, предки или родаки, называйте их как хотите. В общем, был князь, царь, император, неважно, как вы его назовете, Влад Цепиш. Сейчас, погодите, я вспомню, как его там называли. Черепокрушитель, мозгодробитель, колосожатель. Так вот, после некоторых усилий, построив на страхе, а затем внушив, что это и есть счастье, правил он своим королевством, и все были счастливы. Хотя нас-то не обманешь, байки у костра покруче зомбоящика будут. Так вот, все были счастливы до тех пор, пока царь-император более мощного ханства не отправил к нему посла, дабы тот отнял 1000 дев до сыновей его королевства, дабы использовать их в качестве пушечного мяса в битве против варваров. Но самое главное, он потребовал отдать сына Влада Цепиша Дубосажателя. По классике жанра люди требовали драмы, вот и устроили драму. Влад мог потерять сына и отправился за силой, пострашнее его самого и того ужаса, что он вселял детям сказкой о бабайке. И в момент, когда он получил эту силу, началась полная жесть. Ну поскольку это зрелище не для слабонервных и беременных, пожалуй, пропустим. Кстати, вы еще со мной? Если да, я реально удивлен, и это довольно-таки странно. И если по какой-то причине ты еще здесь, я прошу не полениться и поставить палец вверх.
Если, конечно, тебе хоть немного зашел контент. Дело в том, что это новый канал, и я реально хотел бы делать годный контент. И как новичку для меня очень важна поддержка и комментарии, которые поспособствуют улучшению того самого контента. Ну и, конечно, не забудь подписаться на канал, дабы не пропустить следующий недозор. А я пойду дальше, и следующий топ-фильм, короче скажу так. Есть русские, есть фэнтези. Ладно. Есть Япония и анимешки. Окей. Но следующий фильм превзошел всяких Стивенов Сигалов, Миссию невыполнимую и даже того самого Бейбарса. Ребята, Бейбарса. Давайте, пожалуйста, покажем вам кадры с Бейбарса для наглядности. Итак, Бахубали начало. Это капецкий фильм со словом «жесть», потому что анимешный Наруто и марвелский Капитан Америка – ничто по сравнению с этим парнем. И что? Что это Индия? И что Болливуд? Так и что там такого крутого? Но если вы зададите такой вопрос, я просто промолчу и покажу всем своим видом, что вы ничего не понимаете в фильмах. Есть мальчик Шивуду. У него было тяжелое раннее детство, но более-менее нормальное среднее, не знаю, или что-то вроде позднего детства. А вот гены, походу, у него от Тарзана и Супермена вместе взятых. Один тот момент, что стоит, когда он поднимается на скалу по падающим обломкам той самой скалы. Герой, герой. А какая масштабность в сражении. Даже фильм «Царство ему небесное» отдыхает со своим эпичным моментом. Игрокам линейки только снились такие замесы, а вообще нет, линейка рулит. Я бы вам спел рэп о подвигах героя, да я не пою рэп, хотя нет, на самом деле пою. Фух, давайте немного сбавим темп и добавим в этот список чего-нибудь доброго, позитивного и немножко наивного из давно забытого старого. «Запретное царство», 2008 год, с тем самым Джеки Чаном. Кстати, рифмуется со словом «качан». Недавно смотрел сериал, где кличка одного из героев Качан, а имя его было Бакуга. Мы не о Бакуге вообще-то. А еще у моей, кстати, одноклассницы, бывшей, была кличка Качан. Почему бывшей? Я-то школу давненько-то закончил. Так, отвлекся малость. «Запретное царство». Если честно, вообще не помню, почему оно запретное. Но все крутится вокруг магазина, что-то типа зубной феи. Дайте вспомнить. Нет, не помню, но что-то там с воробушком связано. Или то соловей был. Вообще не важно. В общем, будьте готовы к тому, что там скрытая реклама какого-то шанхайского магазина пряностей. Второстепенный по значимости эликсир бессмертия и парень, который с нашего мира телепортнулся туда, дабы добыть этот эликсир. И по пути заодно доставить жезл короля обезьян его владельцу. Следующий фильм топового топа «Другой мир 3. Восстание ликанов». Ребят, это драма, историческая драма. Грустно вспоминать эту грустную историю и вспоминать грустное лицо того самого грустного волчонка. Не хочу брать всю серию «Другого мира», а эту вполне можно выделить отдельно, поскольку это реально отдельная независимая часть, своего рода приквел. Оборотни и вампиры – то самое древнее противостояние. Вернее, вначале доминация вампиров, затем противостояние. И тут я задумался, ведь сколько разных примеров, где люди доминируют над остальными живыми низшими существами. И наступит тот день, когда восстанут звери против человека и уничтожат 1/3 всего человечества. Восстание ликанов. Расскажу-ка я вам историю под названием «Пастырь», произошедшая в 2011 году. Жанр – параллельная вселенная повседневность. Вы же любите повседневность? А впрочем, это не важно, поскольку это только для батюшек того мира вполне нормально, когда сектанты-вампоциты нападают на вас и пытаются, конечно же, добровольно обратить вас в свою веру. Я расскажу историю о борьбе за свободу, любовь и истинную веру. Историю о том, как герою приходилось отказаться от друзей и стать изгоем своего города. Лишь жажда справедливости и жажда мести двигала его вперед, а поскольку он был слаб, ему пришлось воспользоваться силой своих подручных. Несбывшиеся надежды, разочарование, смерть, что идет по пятам, друзья ради выгоды. А в конечном итоге и смерть нашего героя. Когда-то мы все умрем, верно? И запомните самую главную вещь. Если вы идете против церкви, вы идете против Бога.
В этой подборке я вам рассказал много историй, но еще ни одна из них не была связана с азартными играми. В казино есть такая игра, конечно же абсолютно бесплатная и с огромным призовым фондом. Ну, например, в том же Азино 3 топора. Суть игры в том, чтобы 7 семерок стало в ряд. Понятное дело, вы улыбнетесь и со всей ответственностью заявите, что это невозможно. Но нифига, многие смогли. А наш главный герой, походу, вынес все казино. То-то им и пришлось нанимать АК для пиара Азино 3 топора. Да отключите кто-то эту рекламу уже, не дают пиратские фильмы посмотреть. Так вот. Седьмой сын появился на свет прямо когда надо, тем самым прихватив с собой удачу и силу 7 парней. Конечно же, для него гантеля в 220 не проблема. А еще, кстати, у них сопротивление току, так что 320 тоже не почувствует. И этот парень превзошел в общем всех, что и позволило ему стать охотником на ведьм, хотя на самом деле правда в разы глубже. Я это понял не сразу, но спорим, вы вообще этого не заметили. Ведь парень настолько наивен и глуп, что это мне показалось неестественным. И тут меня осенило, я понял, что он умнее Мориарти и Шерлока Холмса вместе взятых. Ведь ему удалось получить знания и инструменты сильнейшего охотника и покорить сильнейшую ведьму. А что он дальше будет делать с этой силой? Возможно, захочет захватить мир или, может быть, уничтожить его. Все в руках седьмого. И тут я подумал, а интересно, если попросить написать комментарий и подписаться на канал всех тех, кто каким-то образом досидел до конца, они это сделают? В любом случае буду ориентироваться на обратную связь, дабы понять, стоит ли выпускать подобный контент. Ну а тут и скрыт сюрприз, а вместе с тем и величайшая загадка. И до тех пор, пока вы ее не разгадаете, я буду попивать чаек и ждать момента, когда найдется тот самый, кто разгадает ее и сможет перейти на новый уровень лабиринта судьбы.